Начнем с того, что делаем тесто. К яйцам добавляем сахар и мед. Немного взбиваем миксером, буквально пару минут, чтобы все хорошо перемешалось. Гашу соду уксусом и добавляю его в тесто. Понемногу добавляем муку и перемешиваем. Высыпаю на рабочую поверхность немного муки, добавляю туда тесто и начинаю вымешивать руками. В итоге тесто должно получиться эластичным и немного прилипать к рукам. Не забывайте, что мука бывает разной. Хорошо вымешивайте тесто, может вам понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Делаем из теста колбаску, разрезаем ее на 3 примерно одинаковые части. Каждый кусочек раскатываем в прямоугольную форму толщиной примерно полсантиметра. Потом нарезаем на полоски шириной 1,5–2 см и отделяем друг от друга. Выкладываем полоски в форму, застеленной пергаментной бумагой. Выпекаем в предварительно разогретой духовке на 200 градусов примерно 8 минут или до золотистого цвета. Пока полоски еще горячие, обрезаем их одинаковой длины. Теперь делаем крем. Протираю творог через сито. После чего взбиваю жирную сметану с сахаром. Взбила до стойких мягких пиков и добавляю протертый творог. Все тщательно перемешиваем, чтобы у нас получилась однородная масса. Все готово, можем собирать торт. Застилаю пищевую пленку в форму так, чтобы края оставались снаружи. Первым слоем выкладываю крем, затем полосочки, после чего опять крем и опять полосочки. И так чередуем до самого верха. Если вы хотите делать все одинаковой прямоугольной формы, выкладывайте снизу доверху одинаковое количество полосочек. Я делала на убывание. Тогда в каждый слой мы кладем меньшее количество полосочек. Все тщательно расправляем, после чего накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь. Обрезки я кладу в блендер и разбиваю на мелкие кусочки. Растапливаю шоколад для украшения тортика. По истечению времени вынимаю тортик из формы и пищевой пленки. Украшаю его крошкой, шоколадом и клубникой. И наш тортик «Медовое полено» готов. Как видите, все делается легко и просто.
Он просто не может не получиться. Так он выглядит изнутри. Попробуйте и вы, может быть, и вам понравится. Приятного аппетита!